Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео показываю вам очень красивый и универсальный узор спицами, который имеет и такой интересный объем, фактуру, и в то же время узор получается легкий и воздушный. Этот узор идеально подойдет для вязания летних топов, кофточек, весенних джемперов и кардиганов. Также можно вязать и шарфы, палантины, используя пряжу с другим составом. Здесь я вязала образец из вот такого мягкого хлопка. На самом деле это стопроцентный акрил, который маскируется под хлопок. И второй образец я буду вязать из пряжи. Это молочный хлопок. Здесь 50% хлопок, 50% это микрофибра. В 50 граммах 100 метров. И вот для вязания этого узора отлично подходит любая пряжа с любым составом. Это может быть и полушерсть, и полухлопок, и чистый хлопок. И ниточка желательно должна быть средней толщины. Тогда узор получается с таким крупным фактурным узором и красивым объемом. Друзья, и как вы видите, этот узор я связала двумя вариантами. То есть одна техника вязки, и получается два узора. При этом эти узоры очень красиво сочетаются, перекликаются с друг другом. И можно их, конечно же, сочетать в любых летних моделях. Первый вариант это вот такая вот как ажурная резинка. Вот смотрите, такой пышный, объемный, эластичный. И второй узор как бы менее прозрачный, отлично подойдет для вязания какого-то основного полотна. И вот такой мягкий переход между этими двумя узорами получается. Дорогие друзья, YouTube сейчас дает создавать такие курсы, где как плейлисты, где я могу прикреплять файлы. И к этому видео я прикрепляю схемы для вязания двух вариантов этого узора. Скачивайте прикрепленный файл себе и вяжите. А в этом видео я подробно, конечно же, расскажу про вязание этого узора, каждую петельку, каждый накид, чтобы вы не путались. Дорогие рукодельницы, конечно же, я прошу вас написать в комментариях, чтобы вы связали таким узором, какую модель, кофточку, топ или маечку. И, конечно же, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Итак, начинаем вязать. Итак, набираю петли для вязания второго образца. При наборе петель учитываем раппорт вязания. Раппорт вязания данного узора составляет 4 петли, плюс 1 петля для завершения образца и плюс 2 кромочных. Итак, я набираю для 4 повторений 16 плюс 1 плюс 2, получается 19 петель обычным классическим способом. Итак, набрав петли, необходимо повернуть наборный ряд. И смотрите, здесь у нас в начале идет ровное переплетение нитей в начале наборного ряда, а здесь как с изнаночной стороны. Поэтому далее первый ряд и на схеме первый ряд идет как по изнанке. Далее все четные ряды будут идти по лицевой. Итак, первую петлю мы снимаем. И начинаем, по сути, вязать как с изнанки, только узор резинки 3 на 1. И поэтому первая петля у нас лицевая, далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. И повторяем лицевая петля и 3 изнаночных. Провязываем этот ряд, выполняя раппорт необходимое количество раз. И заканчиваем лицевая и кромочная. Здесь у меня последнее повторение. Лицевая 3 изнаночных. И заканчиваю ряд. 2 петли остается. Вот лицевая и кромочная, которую я всегда буду в конце провязывать изнаночные. Далее поворачиваем вязание на лицевую, второй ряд. И всегда первую кромочную буду снимать, располагая нить впереди петли, чтобы по краю образовался здесь узелковый край. Если вам нужен другой край, то по-другому снимайте петлю. Итак, далее по рисунку по лицевой стороне вяжем резинку 3 на 1, 1 изнаночная, 3 лицевых.
по рисунку петель. Изнаночная, 3 лицевых. Следующий ряд, третий ряд, будет по изнанке, и тоже самое провязываем его как первый ряд по рисунку петель резинки. Перехожу к вязанию 4-го ряда, и в этом ряду начинаем вязать ажурный рисунок. Итак, первая петля кромочная, мы ее снимаем. Далее идет изнаночная петля, далее 3 лицевых. Здесь провязываем так. Вначале делаем накид, затем необходимо 3 лицевых провязать вместе. Но перед этим первые 2 петли переснимаем. Снимаем сначала на левую спицу, разворачиваем их и переснимаем обратно на правую, потом на левую спицу. Затем вкалываем спицу за 3 петли и за вторую стенку их провязываем вместе. И у нас получается, что центральная петля оказалась сверху. Далее делаем накид. После раппорт повторяется: изнаночная, накид, 3 петли вместе провязываем. Вначале переснимаем за передние стенки, снимаем 2 петли на правую спицу, перекидываем на левую, и за вторые стенки 3 петли провязываем вместе лицевой. После накид. Повторяем. Изнаночная, накид, 3 петли вместе, накид, и последнее повторение: изнаночная, накид, 3 петли вместе, накид, изнаночная, и кромочная тоже провязываю изнаночной. Далее поворачиваю работу на изнанку, первую петлю кромочную снимаю, и следующий изнаночный ряд все петли вяжу лицевые, все петли и все накиды провязываем лицевыми. Закончив вязать 5-й изнаночный ряд, мы закончили вязать первый раппорт. И далее, по сути, раппорт повторяется 4 ряда со 2 по 5. Итак, повтор следующий. Снимаем петлю, далее вяжем изнаночная, 3 лицевых, то есть у нас идет узор резинки 3 на 1. Изнаночная, 3 лицевых, изнаночная над изнаночной, 3 лицевых. Провязываем этот ряд. 7-й ряд вяжется как 3-й. Изнаночная снимаем. Далее вяжем по рисунку резинки. Лицевая, 3 изнаночных. Лицевая над дорожкой лицевых петель, 3 изнаночных. Итак, провязываем этот ряд. Далее начинается 8-й ряд, и этот ряд вяжется как 4-й ряд. Это ряд с ажуром. Первая петля кромочная, далее по рисунку изнаночная, далее 3 лицевых, вяжем так. Вначале делаем накид, 2 петли переснимаем и меняем их местами, и затем провязываем за вторые стенки 1 лицевой. После накид и повтор: изнаночная, накид, меняем 2 петли местами, провязываем их вместе, лицевой за вторые стенки, накид, провязываем этот ряд. Девятый ряд вяжем точно так же, как и 5-й. Первая кромочная снимается, и далее в этом ряду все петли и все накиды вяжем лицевыми. С 10-го ряда вновь идет повтор вязания, как со 2 по 5 ряд. 4 ряда повторяем высоту. Сейчас я провяжу
образец первого варианта узора и далее покажу второй вариант. Итак, я закончила вязать первый вариант узора. Вот такая ажурная резинка получилась. И далее перехожу на второй вариант. Смотрите, здесь главное помнить, что мы эту резинку вяжем на основе резинки 3 на 1. Этот ажурный узор. И далее очень просто. Смотрите, раппорт у нас, конечно же, расширяется до 8 петель, то есть вот эти две полоски. И здесь мы размещаем ажурные элементы в шахматном порядке. Начинаем формировать узор после того, как мы после провязывания ажурного ряда далее изнаночный ряд, все лицевые, и еще плюс 2 ряда мы вяжем узор резинки 3.1 по рисунку. И далее формируем второй вариант ажурного рисунка. Изнаночная, далее 3 лицевых, и здесь мы провязываем дальше, продолжаем вязать по рисунку резинки 3 лицевых, изнаночная. А следующую половину раппорта будем формировать ажурный рисунок. Точно так же накид, 3 петли вместе, 1 лицевой, в начале меняем местами 2 петли и провязываем за вторые стенки лицевой. После накид, изнаночная. Следующая вновь полоска идет резинки, 3 лицевых, изнаночная, и вновь ажурный на 3 петлях ажурный элемент. Накид, 3 петли вместе, лицевой, накид, и заканчиваем ряд изнаночной, и кромочную тоже провязываю изнаночной. Далее поворачиваем вязание, и в изнаночном ряду, смотрите, где мы вязали ажурный элемент, здесь мы провязываем лицевая, накид лицевой, лицевой, петлю вместе, у которой была, накид лицевой, и далее вновь лицевая. А 3 изнаночных петли, где мы вязали полоску как резинкой, провязываем по рисунку резинки 3 изнаночных. И далее вновь полоска лицевая, накид лицевой, средняя петля лицевая и накид лицевой. И далее вновь лицевая. Далее плотная полоска, 3 изнаночных. И заканчиваем лицевая и изнаночная. Поворачиваем вязание, и следующий ряд мы вяжем уже резинку 3 на 1 по рисунку. Здесь начинаем изнаночная, 3 лицевых, продолжаем вот эту плотную полоску, изнаночная, и далее здесь 3 лицевых над 3 изнаночными. Вновь изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, и здесь вот где было 3 изнаночных, провязали 3 лицевых, и заканчиваем изнаночная, и кромочная тоже изнаночная. Далее следующий изнаночный ряд тоже вяжем по рисунку петель резинки 3.1, лицевая, 3 изнаночных, и повторяем лицевая, 3 изнаночных. Провязываем этот ряд, и в следующем ряду начинаем формировать вторую половину раппорта в высоту. Итак, провязав 4 ряда, начинаем вязать вторую половину раппорта в высоту. Как вы поняли, в высоту тоже у нас раппорт увеличивается до 8 рядов, полный раппорт. Но здесь повторяются по сути и просто элементы смещаются в шахматном порядке. По рисунку далее изнаночная, и далее над плотной полоской вяжем ажурный элемент. Накид, 3 петли вместе, лицевой, в начале петли меняем 2 петли местами, провязываем вместе за вторые стеночки. Далее накид, изнаночная, а там, где мы в предыдущий раз вязали ажурный элемент, провязываем 3 лицевых, то есть продолжаем резинку 3 на 1. Далее изнаночная, и вновь над плотной полоской вяжем ажурный элемент. И далее вторая половина раппорта
плотная полоска, 3 лицевых, изнаночная и изнаночная. И в следующем изнаночном ряду главное провязать правильно изнаночный ряд. Начинаем с кромочной, далее по рисунку идет лицевая, и далее вот у нас идет плотная, продолжается полоска, здесь 3 изнаночных. А далее у нас был ажурный элемент, и здесь мы петли провязываем лицевыми. 3 петли, далее лицевая дорожка петель лицевая, далее плотная полоска 3 изнаночных, и следующая полоска с ажурным элементом лицевыми. Кромочная. Поворачиваем вязание, и следующие 2 ряда вяжем резинку 3 на 1. По рисунку изнаночная, далее вот 3 изнаночные над ажурным элементом, 3 лицевые, изнаночная, здесь продолжаем по рисунку 3 лицевые, вновь изнаночная, 3 лицевые над 3 изнаночными, изнаночная, 3 лицевые. Следующий ряд изнаночный тоже мы вяжем по рисунку, и далее по сути повторяются 8 рядов и в шахматном порядке, и формируются вот такие вот как колокольчики элементы.